Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем доброе утро. Время 6:37 утра. У нас сегодня пасмурная такая вот погода. Я сижу, значит, на кухне и завтракаю. Вот у меня здесь такие вот вафельки на завтрак. Вафельницы пеку их. Кофеек. Сегодня мы с соседкой решили пойти сходить за грибами в ближайший лес. Такой экспириенс мы делаем впервые. У меня, значит, 2 велосипеда, и мы решили на велосипедах съездить. Мы все время с ней собираемся куда-то. Вот уже год они здесь у меня в соседях живут. То зимой собираемся на лыжах, то летом в лес. Все никак не получается. И вот все-таки решились съездить. Посмотрим, что мы наберем. Может быть, даже ничего вообще не наберем. Что там в лесу. Хотя у нас были дожди неделю или полторы, лили дожди не переставая. Я думаю, ну хоть что-то мы все-таки соберем. Вот. Я еще такая немного сонная, не совсем проснулась, глаза еще опухшие. В общем, завтракаю вафельками. Вкусные, кстати, вафли. А еще мне подписчица рецепт один рассказала вафель из творога с сыром. Этим рецептом поделюсь в телеграм-канале, заходите. Я там очень много рецептов даю разных всяких. На видео у меня не все рецепты попадают. Ой, мне кажется, вафля горит, подождите. В общем, друзья, пока я тут собираюсь, расскажу вам, что я обычно беру в лес. В лес я обычно езжу одна. В этот раз это исключение, можно сказать. Кстати, кто не видел моих прошлогодних видео, где я гуляю в лесу на велосипеде, обязательно пройдите, посмотрите, там очень интересно. В общем, перед поездкой в лес я обычно накачиваю колеса у велосипеда обязательно, беру с собой бутылку воды, повербанк, корзинку и пакет на тот случай, если найду грибы. В пакет я тоже грибы складываю и потом кладу этот пакет в нарульную сумку. Иногда беру еще рюкзак, но в этот раз я его не взяла. Кстати, в нарульной сумке у меня лежит всегда ремкомплект для велосипеда на тот случай, если что-то случается с ним в дороге. Также я беру с собой 2 полностью заряженных телефона, так как я блогер, на один телефон я снимаю, а на второй телефон я ставлю трекер. Трекер работает от GPS, и если вдруг в лесу пропадет мобильный интернет, мобильная связь, то по нему мне легко будет найти путь обратно. Также на этом трекере я ставлю маркеры специальные там, где я оставляю велосипед, чтобы когда гуляешь по лесу, не заблудиться и не потерять в лесу велосипед. Ну и вот здесь, например, на скриншоте вы видите нашу прогулку с соседкой в лесу, как мы плутали и сколько мы наплутали. Там где-то 17 километров получилось. Это вместе с дорогой до леса и обратно. Кстати, кто не знает, что такое трекер, это такое приложение, которое устанавливается на телефон и работает через GPS. То есть через спутник вас видит навигатор и ведет вас туда, куда нужно. Даже при отсутствии мобильной связи. Трекеров на Play Market очень много. Лично я пользуюсь Osmond. Osmond он называется вот так вот. Кстати, имейте в виду, что любой трекер очень много съедает заряда батареи на телефоне, поэтому я беру с собой второй телефон специально для трекера. Ну, а первый свой телефон основной я использую для съемок. Кстати, во время съемок тоже очень быстро заканчивается заряд батареи на телефоне, поэтому на этот случай я обязательно беру с собой мощный повербанк. У меня, кстати, повербанк на 20 000 мА. Его хватает
хватает на то, чтобы зарядить 2 телефона полностью и не по одному разу. В комментариях меня очень часто спрашивают: Наташа, как вы одна не боитесь заблудиться в лесу? Так вот, таким образом я не боюсь заблудиться в лесу. Ну а тем временем мы с соседкой уже едем в лес. На этот раз мы отправились в лес, который находится в 5 километрах от нашей деревни. Вообще в нашей местности очень много полей, и чтобы доехать до леса, нужно ехать полем, лесом, полем. Леса в южной части Нижегородской области в основном смешанные, но иногда бывают встречаются и хвойные. Ну а мы в этот раз отправились в смешанный лес. Кстати, подписчики моего телеграм-канала уже знают, какие грибы мы там собрали. Ну и я вам рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, там все самые свежие новости от меня. Ссылку на телеграм-канал я оставлю под этим видео. Кстати, еще один вопрос, который мне очень часто задают в комментариях. Наташа, как вы не боитесь диких животных в лесу? Ну, во-первых, у нас такие леса, в которых нету особо каких-то опасных животных. Например, в нашей части области не водятся такие животные, как медведи или волки. Однако водятся кабаны, лисы, зайцы. Лично я не боюсь зайцев с лисами. Ну а если встретится кабан, ну и не знаю, может быть, спрячусь от него на дереве, хотя кабанов мне еще ни разу здесь не встречалось. Кстати, еще такой вопрос иногда возникает в комментариях. Наташа, как вы с велосипедом ходите по лесу? Ну, честно сказать, по лесу с велосипедом таскаться не очень-то удобно. И в этом случае я просто его оставляю возле какого-то дерева, ставлю маркер на своем трекере, что вот здесь я оставила велосипед. И потом вокруг этого велосипеда хожу в лесу, собираю грибы. Когда мне захочется переместиться в какое-то другое место, я беру снова велосипед и перетаскиваю его в другое место и оставляю в другой точке. Но если велосипед я забыла, где оставила, то открываю свой трекер, смотрю, где я оставила маркер, и по пути по трекеру иду и нахожу снова свой велосипед. В общем, такой вот лайфхак для тех, кто собирается в лес на велосипеде. В общем, предлагаю вам прогуляться вместе со мной и с моей соседкой по лесу и немножко пропитаться вот этой атмосферой. А какой запах здесь! Пахнет лесом. Слышишь, лисы кричат? Лисы. Ты не слышала? Да. Ну, возможно, и птицы, конечно. Но не исключено, что лисы. Это нужно заморочиться, посолить. Надо мыть, вымачивать. Да, это много. Можно было бы, но не сегодня. Потому что если я сейчас настригу, я тебе скажу, я полная. Понятно. Наташа, вот еще. И вон какой подосиновик красивый. Наташа. Ага, вижу, я вижу 3, вот прямо они в ряд вот здесь стоят. Ой, какой красавец! Слушай, я их давно не видела, эти грибы. Вот они вот так вот выглядят.
Интересная шляпка у них. Красивая шляпка такая рыженькая. Прикольно, да? И они крепенькие, главное, такие. Чё от них? Черный? Почему? Почему черный? Смотрите, шляпка с мою руку даже больше. Ого, какой огромный. Ну-ка. Вот. Вот такой вот. И там еще один красавец. Сейчас еще один возьмем. Ну-ка. Ой, какой он красивый. Красота. Лепота. Ой, вы посмотрите, какие красавицы стоят. Или красавцы. Красавцы мухоморы. Вот этот такой интересный. И вот еще один. И вот еще. Красавцы. Вот так. Уже вот столько я насобирала. Вот это подосиновый, кстати, огромный такой. Чистенький, красивый. Набрала уже целую корзинку. Вот озоновский пакет еще хожу, собираю. Сейчас вон я вижу еще. Кажется, гриб, но он кажется он такой старенький. Посмотрим. Да, он старенький, уже и червивый. Хотя нет, не червивый. Но лучше молоденькие брать. Я, короче, хожу, здесь собираю только молоденькие. Здесь какие-то прям синие. Ну это совсем гнилой. Здесь какая-то дорога в лесу заросшая. Я иду по ней, так удобно, кстати. Нужно было дальше на велосипедах пройти с соседкой. Она говорит, нет, давай остановимся. Я решила вдоль дороги еще пройтись. Посмотреть, что здесь. Потому что я здесь не была. Была только в другой части леса. Здесь вон лужи какие. Колея. Кто-то ездит на уазиках, видимо, по этим лужам. Ну, надо сказать, что вот в Березняке в этом с осинами много таких хороших грибочков. Вот как, например, вот этот. Вот этот очень красивый. Забыла ножик в корзинке, поэтому будем его просто ломать. Просто ломать. В мясо сломала, но ничего. Красивый такой гриб. Ой. Тут какие-то птицы летают. Так интересно кричат. Вот еще один красавчик. Но этот червивый. Его не будем брать. Это птица. Кого-то я потревожила. Кого-то там гнездо. Боятся меня, боятся.
Так, ну вот, в общем-то, друзья, целый почти пакет подосиновиков и подберезовиков. Целая корзинка подберезовиков, еще там подосиновики есть, подосиновики там еще есть. Тяжелый очень мой груз. И я сейчас задумалась, где я буду все это замораживать. У меня нету у морозилки уже места. Я здесь! Так, друзья, в общем, вот такой у меня улов получился. В основном подберезовики, чуть поменьше подосиновиков. Подосиновики, кстати, такие классные, красивые грибы. Вот здесь они немножко у меня в пакете залежались. Фотографии грибов, самых красивых, прям вот как они в лесу свежие стоят, я поделюсь в своем телеграм-канале. В общем, в итоге часть грибов я решила пожарить и оставить немножко в холодильнике на жареху, хотя бы на недельку. А вторую часть я порезала мелко, расфасовала по пакетам и отправила в морозилку. У меня есть специальные zip-пакеты, в которые, если нарезать что-то мелко и выдавить оттуда воздух, то получаются такие плоские пакеты. Они занимают очень мало места в морозилке. Таким способом я утрамбовала около 6 литров грибов, представляете? Ну и, конечно же, из леса я вернулась очень-очень голодной и приготовила из этих подосиновиков себе жареных грибочков на топленом маслице со сметанкой и с хлебушком белым. Это просто кайф. Ой, слушайте, ребята, какая вкуснота, такой запах стоит от них. Вы не представляете. Я вот эту вот огромную сковородку жарю. Сметанки туда добавила, топленого маслица. Сейчас надо еще посолить немного. Божественный запах по всей кухне стоит. И с белым хлебушком сейчас буду. Просто вот их так без картошки прям хочется. Смотрите, сейчас они дойдут до готовности, просто будет божественно, божественно. Кстати, вот вам рецепт самого вкусного бутерброда. Берете свежий белый хлеб, натираете корочку чесноком с солью, выкладываете на этот хлеб грибочки и наслаждаетесь этим. О. Друзья, всем приятного аппетита! Божественно. Божественно просто. Всем приятного аппетита, друзья. Ну а на этом все, друзья. Пишите ваши комментарии, какие вы любите грибы, какие не любите, какие собираете. Всех благодарю за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Thank you.